В этом видео разберем с вами, как настроить стратегию Channel для удобного запуска, как выбирать шаблоны и как их настраивать. Для начала нужно, чтобы он появился у вас в виджете TV-чарта наверху. Для этого мы переходим в настройки, заходим в настройки графика, убеждаемся, что в избранных стратегиях у вас стоят галочки на быстрый запуск. В частности, нужен Channel. Далее спускаемся в настройки стратегий. И здесь выбираем тип канальной стратегии при нажатии именно Scale, если нужно будет сейчас работать со скейлом. Далее возвращаемся к графику торговому, нажимаем на иконку Channel, у нас появляется шаблон. Изначально у меня стоит уже готовый, у вас будет находиться стандартный. Его можно настроить под работу так же, как обычным авторшоком. Как это можно сделать? Нам нужно будет с вами пример. Это обычная сетка FIBA, которую я выставил сейчас здесь, и по ним будем ориентироваться. Scale будет выставлять вам пропорции по уровням согласно единицы и нуля, поэтому мы первым делом подгоняем 0 и единицу под уровни нашего инструмента FIBA. Далее пока что настроим с вами авторшок от 0,5, получается мы делаем уровень 0,2, 0,3 и 0,5. Продажа от 0,5 выходит здесь. Легкий способ превратить все это в обычный авторшок – это нажать на крестик на самом верхнем индикаторе проекции. Он перестает быть тейковым, продажным и становится только привязкой. Автоматом 0,6 уровень у нас становится продажным. Видно треугольничек на продажу. Это покупка-продажа, покупка-продажа. Далее мы переходим в Next. В настройки конфига стратегии обязательно ставим объем геометрической прогрессии, выставляем нужную вам пропорцию, так это чтобы было примерно равно классическому авторшоку. И в автоперезапуске убираем использование, включаем стратегию усреднения. Далее мы можем нажать иконку «Сохранить», назвать его как-нибудь H от 0,5 уровня. Если мы включаем галочку «Использовать по умолчанию», то при нажатии на иконку Channel в следующий раз у вас будет открываться именно этот шаблон. Нажимаем «Сохранить как», этот шаблон у нас сохраняется. Данным способом мы с вами выставили покупки-продажи согласно проекциям на графике. Также там можно будет корректировать в самом конфиге стратегии. Тем самым мы ставим 0,5 уровень покупки, 0,618 продажа. Как только мы уберем сейчас активность этого уровня, у нас появится два тейка. Этому не пугайтесь, потому что второй тейк это находится от второго уровня, 525. Чтобы мы могли продаваться под уровнем, например, можете выставить 0,49. Соответственно, у нас третье ведро это 236 уровень, а продаваться мы будем по 300, там, допустим, 80. Таким образом, мы получаем покупку-продажу под уровнем, покупку-продажу под уровнем. То есть, по аналогии, как это работает сейчас обычная FIBA, где мы делаем небольшой отступ на покупку и продажу. И после такой настройки двойных уровней мы можем перейти также в дискетку H от 0,5 с двойными уровнями, называем его и сохранить как, чтобы сохранить как новый шаблон. Теперь при нажатии на верхнюю проекцию можно будет выбрать различные шаблоны, в том числе от 0,5 либо с двойными уровнями. И давайте приведем пример, когда будет удобно работать со стратегией Scale, в отличие от FIBA. Например, когда мы выделили определенные уровни на волне роста и хотим обработать их через FIBA пропорции. Но бывает такое, что уровни не ложатся точно по графику, приходится все время либо увеличивать, либо уменьшать дельту, подстраивать ее под полки. Это затратно по времени и иногда даже в целом нереализуемо. Поэтому проще будет вызвать стратегию Channel. У меня включается шаблон от H от 0,5. Выставляем нолик единичку по уровню, который мы планировали. Обращаем внимание, что мы 0,5 покупаем под желаемым уровнем, поэтому немного его смещаем выше. Ниже лежащие уровни лежат в целом нормально. И можно сравнить, что если бы при выходе из активации FIBA просыпалась бы под уровнем, приходилось бы все время корректировать этот уровень выше, либо ниже, в зависимости от полки, либо уровня, то стратегия Scale будет активироваться и выставлять ордера на нужных нам уровнях.